Кто они, герои спартакиады? Это молодые спортсмены, большая часть жизни которых связана с тренировками и сборами. Их результаты и достижения – только видимая часть успеха. Зачастую за яркими победами мы забываем о тех, кто является одними из главных вдохновителей этих достижений. Тех, кто так же, как и спортсмен, работает ради высоких результатов. Тех, кто переживает за своих воспитанников всем сердцем, как отец или мать. Это тренеры. Их роль в становлении спортсмена, в его развитии, в его мотивации очень важна. Победа – это всегда совместный труд. Это напряженная работа в тандеме тренер-спортсмен. И когда такой тандем работает слаженно, душа в душу, то приходят самые высокие результаты, вырастают великие спортсмены. В нашем фильме вы увидите несколько ярких историй спартакиады, рассказывающих о ее героях, спортсменах и их тренерах, об их достижениях и эмоциях, кропотливом труде и секретах успеха. Вы знаете, мне кажется, роль тренера, она никогда не меняется. Тренер – это основной человек в твоей спортивной жизни. Это не просто тренер, это наставник, это педагог, это тот человек, который тебя обучает не только спортивному мастерству, а вообще и отношению к жизни, отношению к работе, отношению к твоим друзьям. Потому что с тренером ты проводишь, наверное, не меньшую часть своей жизни, чем ты проводишь дома в семье. И от того, какой у тебя будет тренер, во многом зависит, состоишь ли ты в спорте как спортсмен, состоишь ли ты в жизни как человек. Фигурное катание. История этого вида спорта знает много выдающихся личностей. Вспоминаем ли мы о тех легендах, кто закончил карьеру, говорим ли о новых звездах, рядом с их именами всегда ставим слово «талант». Но путь к победам фигуристов – это не только врожденные способности, но и упорный труд, любовь к конькам и сила воли. Все эти качества так или иначе заложены в ребенка с детства. Некоторые из них передаются от родителей, как случилось в семье Алины Загитовой, которая на 8-й зимней спартакиаде учащихся России представляла сборную Москвы. В фигурное катание я пришла в 6 лет, потому что у меня папа хоккеист, и нужно было что-то связанное со льдом. Фигурное катание принадлежит к числу технически сложных видов спорта. И здесь ничего не добьешься без работы и терпения. Каждый элемент фигурист совершенствует изо дня в день, добиваясь стабильного, почти автоматического выполнения. Спортсмены даже среднего уровня посвящают тренировкам не менее 2-3 часов ежедневно, а нагрузка профессионалов исчисляется многими часами на льду. Лед у нас 2 раза по 1,5 часа, но так как у нас 2 группы, если надо дополнительно какие-то провести занятия, мы берем спортсмена еще на следующий лед. Дальше это разминки, заминки, ОФП, хореография, джаз. Ну и того получается с самого утра до самого вечера. Очень важную роль в подготовке и воспитании фигуристов играет тренер. От его повседневной вдумчивой работы во многом зависит не только совершенствование мастерства ученика, но и формирование его личности. На самом деле мы проводим такое количество времени с нашими учениками, что отчасти мы им уже как родители. Поэтому мы их учим всему, чему только можно. Не только тому, как правильно прыгать и так далее, но и как надо себя вести, как надо относиться к другим людям. Поэтому все свободное время, на самом деле, посвящаем ученикам. Даниил Глейхенгаус – один из членов команды легендарной Этери Тутберидзе. Ему всего 25, а он уже воспитывает чемпионок. Его ученица Алина Загитова недавно выиграла юношеский чемпионат мира, а затем и спартакиаду. Спартакиада – это престижное соревнование. Я еще сам спортсменом здесь выступал, и мы выигрывали для Москвы. Не знаю, правда, сейчас еще не посмотрел в общем зачете, кто какое место занял. Но для Алины было важно занять здесь только 1-е место, потому что после победы на юниорском мире, конечно, нельзя было давать слабину и кому-то проиграть. Работа Алины в московской школе началась тогда, когда девочка с мамой приехала в столицу из Ижевска. У меня есть 3 тренера. Это Этери Георгиевна Тутберидзе, Сергей Викторович Зудаков и Даниил Маркович Глейхенгаус. Сергей Викторович больше по технике прыжков, Даниил Маркович остановщик программ, помогает еще в прыжках.
скольжение тоже. А Этери Георгиевна по прыжкам и тоже иногда ставит программу. Между тренером и учеником, признается Алина, устанавливаются тесные взаимоотношения. Они живут одним делом, стремятся к одной цели. Победа – это их общая мечта. Тренер на 100% должен доверять своему ученику. Ученик на 100% верить в наставника. Я могу сказать то, что сейчас для меня моя группа – это как вторая семья. Даниил Маркович мне очень помогает, потому что мы с ним, можно сказать, как друзья. Он с нами обычно разговаривает, и мы там можем посмеяться над чем-то. И, не знаю, как хороший друг и человек. Даниил Глейхенгаус сам занимался танцами на льду, но скоро понял, что его призвание на тренерском мостике. Наверное, это было даже еще, когда я был спортсменом, потому что я уже в возрасте 13-14 лет помогал и другим ребятам, кто был помладше, и даже программы уже там пробовал, там и дорожки помогал ставить. Потом, соответственно, чуть попозже, уже когда я сам еще катался, последние 2 года, когда я катался в танцах, я уже в выходные дни тренировал, помогал разным тренерам, поэтому мне кажется, что меня к этому тянуло всегда. Помощь юным фигуристам – важное и ответственное дело. Научить анализировать каждое выступление и выполнять элементы – вот тут тренер обязан помочь своим опытом и характером. То, о чем они с тренером говорят перед стартом, Алина Загитова не рассказывает, но знает, что самое главное в ее учителях. Наверное, требовательность – это самое главное для тренера. И иногда, конечно, нужно подбодрить спортсмена, это тоже самое важное. Сегодня она лучшая в мире среди юниорок. Первая на соревнованиях учащихся, член сборной. Впереди хочется верить большие перспективы, но и большая работа. Сейчас все очень быстро двигается, да, сложность увеличивается, и спортсмен не может даже расслабиться ни на месяц, ни на 2, потому что, да, сейчас, вот, как мы видим с вами, Алина выиграла там чемпионат мира среди юниоров и здесь заняла 1 место. Но есть уже дети, которые также готовятся, работают и могут ее превзойти, если она на секундочку расслабится. Поэтому технически сейчас фигурное катание выросло невероятно. У мальчиков 5 четверных уже прыгают. Думаю, что и через сезон-2 мы увидим у девочек пару четверных и тройные акселя. Спартакиаду Алина Загитова и ее тренеры завершили успешно. Москва заняла 1 место в командном зачете, и оценка этого финального старта сезона почти максимальная. Здесь организация была очень хорошая, то есть на высоте. Публика встречала очень тепло. В принципе, я всем довольна. Здесь моя главная цель была просто чисто прокатать. То есть я в первую очередь стремлюсь сама с собой. Сезон у меня вот на этих стартах уже закончился, то есть я уже не буду соревноваться, буду готовиться к следующему сезону. Спортивные цели эта юная спортсменка себе давно уже поставила. Алина формулирует их серьезно и грамотно. Моя самая главная цель – это показывать чистые прокаты, а остальное уже судьи решать будут. Не менее точно говорит и тренер Даниил Глейхенгаус о секрете воспитания чемпионов. Спросите у Этери Тутберидзе. Больше ничего не скажу.